Каждое утро для рыбаков из небольшого прибрежного городка начиналось почти одинаково. Еще до рассвета, когда улицы были пустыми, а над крышами домов висел прохладный соленый туман, мужчины собирались у старого деревянного причала. Они знали море с детства, знали его запах, его настроение, его обманчивую тишину и внезапную ярость. Для них рыбалка была не просто работой, это была жизнь, привычка, ремесло, которое передавалось от отцов к сыновьям. В тот день все тоже казалось обычным. На старенькую, но надежную лодку загрузили сети, ящики для улова, канаты, крючья, запас топлива и термосы с горячим кофе. Михаил, бригадир команды, как всегда, проверял все лично. Он был человеком немногословным, но опытным. Его уважали за спокойствие, твердость и умение принимать решения даже тогда, когда другие терялись. «Погода сегодня хорошая», — сказал он, глядя на светлеющий горизонт. «Ветер ровный, море спокойное. Должны вернуться с хорошим уловом». Команда оживилась. Рыбаки переговаривались, шутили, обсуждали снасти и спорили, кто первым наполнит ящик рыбой. Молодой Александр, самый разговорчивый из всех, смеялся громче остальных и уверял, что сегодня именно он вытащит самую крупную добычу. Старшие только улыбались, привыкшие к его самоуверенности. Когда лодка отошла от берега, городок постепенно стал уменьшаться за кормой. Белые домики, узкая линия причала, силуэты людей на берегу — все это растворялось в утреннем мареве. Солнце поднималось над водой, и его лучи ложились на волны золотыми полосами. Море казалось спокойным и добрым. Чайки кружили над лодкой, время от времени резко опускаясь к воде, а вдали несколько дельфинов выпрыгнули из волн, будто приветствуя рыбаков. Мужчины восприняли это как хороший знак. В воздухе стояло приятное ожидание удачного дня. Но Михаил, несмотря на внешнее спокойствие, иногда внимательно смотрел вдаль. Он слишком хорошо знал, море редко раскрывает свои тайны сразу. Через несколько часов лодка достигла места, где обычно начиналась настоящая ловля. Здесь глубина резко менялась, течение становилось сильнее, а рыба часто собиралась большими косяками. Рыбаки подготовили сети и уже собирались начать работу, когда Александр вдруг замер у борта. «Михаил, посмотри туда», — тихо сказал он. На горизонте среди мерцающих волн виднелась темная точка. Сначала она казалась обычным обломком дерева или куском старой бочки, которую принесло течением. Но точка двигалась странно, то исчезала в воде, то снова появлялась на поверхности. Михаил взял бинокль, прищурился и долго молчал. Его лицо изменилось. Веселое настроение на лодке сразу исчезло. «Там кто-то есть», — сказал он наконец, — «и это не человек». Рыбаки переглянулись. Лодка медленно пошла ближе. Чем меньше оставалось расстояние, тем сильнее становилось ощущение тревоги. Вода вокруг темной фигуры вспенивалась. Было видно, что существо из последних сил держится на поверхности. Когда они подплыли достаточно близко, все на борту замерли. В море, среди волн, барахтался огромный тигр. Его мокрая оранжево-черная шерсть прилипла к мощному телу. Полосы на боках казались почти черными от воды. Тигр тяжело дышал, его лапы беспорядочно били по поверхности, а голова то поднималась, то снова уходила в пену. Он был измотан настолько, что уже почти не боролся, но глаза, яркие, испуганные, полные боли, смотрели прямо на лодку. Никто из рыбаков не мог поверить в увиденное. Дикий тигр в открытом море казался чем-то невозможным, будто страшной легендой, ожившей посреди обычного рабочего дня. «Это тигр», — выдохнул Александр. «Настоящий тигр. Откуда он здесь взялся?» — прошептал кто-то. Но Михаил не стал тратить время на догадки. Он видел главное — животное тонуло. Еще несколько минут, и волны забрали бы его окончательно. «Держимся осторожно!» — крикнул он. «Близко не подходим! Он хищник, даже если ослаб.
но бросить его мы не можем!» Рыбаки начали действовать. Один схватил спасательный круг, другой разматывал длинный канат. Сердца у всех колотились. Они понимали, что спасают не собаку и не дельфина, а огромного дикого зверя, способного одним движением разорвать человека. Но страх не смог победить сострадание. Спасательный круг полетел в воду рядом с тигром. Сначала животное не поняло, что происходит. Волна отнесла круг в сторону, и рыбак поспешно подтянул его обратно. Вторая попытка оказалась удачнее. Канат оказался прямо перед мордой тигра. «Давай же, держись!» — напряженно произнес Александр, будто зверь мог его понять. Тигр поднял голову, захлебнулся, хрипло выдохнул и вдруг положил передние лапы на круг. Его когти скользнули по мокрой поверхности, но он сумел удержаться. На лодке сразу раздались крики. «Тянем! Медленно! Не рвите канат!» Мужчины уперлись ногами в палубу и начали подтягивать спасательный круг. Волны били в борт, лодку качало, канат скрипел в руках. Тигр был невероятно тяжелым, а его мокрая шерсть делала вес еще больше. Несколько раз казалось, что он сорвется и уйдет под воду, но команда не сдавалась. Когда тигра удалось подвести к борту, возникла новая проблема. Как поднять его на лодку? Рыбаки использовали широкую сеть, обычно предназначенную для крупного улова. Осторожно, почти не дыша, они подцепили ею тело животного. Тигр слабо дернулся, зарычал, но сил на сопротивление у него уже не осталось. «Не давите его! Держите сеть ровно!» — командовал Михаил. Еще несколько тяжелых минут, и измученный тигр оказался на палубе. На мгновение все отступили. Животное лежало на боку, тяжело дыша. Огромные лапы дрожали, грудь резко поднималась и опускалась. Из его пасти стекала морская вода. Даже в таком состоянии он внушал страх и восхищение. Перед рыбаками был не просто зверь, а символ дикой силы, оказавшийся беспомощным перед стихией. Михаил поднял руку, предупреждая остальных не приближаться слишком резко. «Дайте ему место, не окружайте. Он должен понять, что мы не враги». Они набросили на тигра плотное одеяло, оставив голову открытой, чтобы он мог дышать. Один из рыбаков принес чистую воду. Михаил осторожно поставил миску рядом. Сначала тигр не реагировал, но спустя минуту медленно повернул голову и стал пить. Он пил жадно, но слабо, будто каждое движение давалось ему с огромным трудом. Александр заметил на шее животного обрывок старого кожаного ремня. Не ошейник, а скорее часть грубой привязи. На теле тигра виднелись царапины и следы от веревок. Некоторые раны были старыми, другие совсем свежими. «Его держали люди», — мрачно сказал Александр. «Посмотрите на следы». Михаил кивнул. В его глазах появилась тяжелая злость. Скорее всего, браконьеры или нелегальные перевозчики. Может, везли его на судне, а потом что-то случилось. Или выбросили, когда поняли, что за ними следят. Эти слова заставили всех замолчать. До этого момента они думали только о спасении. Теперь же стало ясно, перед ними не просто животное, случайно оказавшееся в беде. Тигр, возможно, уже давно был жертвой человеческой жестокости. Один из рыбаков связался с береговой службой и центром помощи диким животным. Связь несколько раз пропадала, но сообщение все же удалось передать. На берегу пообещали подготовить ветеринаров и специальный транспорт. Рыбакам велели как можно скорее возвращаться, но при этом держать дистанцию и не провоцировать зверя. Обратный путь оказался напряженным. На лодке почти никто не разговаривал. Все смотрели то на море, то на лежащего тигра. Он иногда открывал глаза, следил за людьми настороженным взглядом, но не пытался подняться. Было видно, что животное на грани истощения. И вдруг погода начала меняться. Еще утром море было спокойным, но теперь на горизонте собрались темные облака. Ветер усилился, волны стали выше. Лодку начало бросать из стороны в сторону. Михаил нахмурился.
До берега оставалось не так много, но с таким пассажиром на борту любой резкий крен мог стать опасным. «Всем держаться! Сети закрепить!» «Ящики убрать от борта!» — скомандовал он. Волна ударила в лодку так сильно, что Александр едва не упал. Тигр, испугавшись резкого толчка, поднял голову и глухо зарычал. Рыбаки замерли, но зверь снова опустился на палубу, слишком слабый, чтобы подняться. Эти минуты стали для команды настоящим испытанием. Им нужно было бороться не только с морем, но и с собственным страхом. Они понимали, одно неверное движение, один сильный удар волны, и все может закончиться трагедией. Но каждый из них уже чувствовал ответственность за жизнь тигра. Он перестал быть чужим, он стал тем, кого они вытащили из смерти и теперь обязаны довести до спасения. Когда лодка наконец вошла в бухту, на причале уже ждали люди. Там были сотрудники службы дикой природы, ветеринары, спасатели и несколько полицейских машин. Новость успела разлететься по городку, и у берега собрались местные жители. Но никто не шумел. Все стояли молча, потрясенные видом огромного тигра на рыбацкой лодке. Ветеринар по имени Руслан поднялся на борт первым. Он двигался спокойно и уверенно. Осмотрев тигра на расстоянии, он подготовил успокаивающий препарат. «Он сильно истощен, обезвожен и напуган», — сказал Руслан. «Но он жив, и у него есть шанс». Процедура заняла несколько минут. Тигру ввели препарат, дождались, пока он перестанет реагировать на шум, а затем осторожно перенесли его на специальные носилки. Даже спящий, он казался невероятно большим и величественным. Люди на причале расступались, когда его несли к машине. Перед тем, как двери санитарного фургона закрылись, Михаил подошел ближе и посмотрел на тигра. Он не знал, выживет ли зверь. Не знал, откуда тот появился и что пережил до встречи с ними. Но он точно знал одно. Сегодня они сделали то, что должны были сделать. Через несколько дней в городок пришла новость из реабилитационного центра. Тигр выжил. Его состояние было тяжелым, но стабильным. Ветеринары обнаружили признаки долгого содержания в неволе, следы плохого ухода и старые травмы. Позже специалисты предположили, что животное перевозили незаконно, а во время шторма или погони оно оказалось в море. Расследованием занялись правоохранители. Рыбаки несколько раз ездили в центр, чтобы узнать о его состоянии. Тигра назвали Шерхан, не из-за сказочной злости, а из-за его силы и желания жить. Постепенно он начал вставать, есть, реагировать на людей спокойнее. Его раны затягивались, шерсть снова становилась густой и яркой, а взгляд уже не таким испуганным. Однажды Михаилу и его команде разрешили увидеть тигра из-за защитного ограждения. Шерхан стоял в просторном вольере среди деревьев. Он выглядел совсем иначе, чем в тот день на море. Перед ними был сильный и красивый зверь, которому вернули шанс на жизнь. Тигр медленно повернул голову в сторону рыбаков и несколько секунд смотрел на них. Никто не знал, узнает ли он своих спасителей. Но для мужчин этого взгляда было достаточно. После той истории жизнь в городке изменилась. Видео, снятое Александром во время спасения, быстро разошлось по интернету. Люди со всего мира писали слова благодарности, восхищались смелостью рыбаков и возмущались жестокостью тех, кто превращает диких животных в товар. Но для Михаила самым важным было не внимание. Он часто повторял, что героизм начинается не с громких слов, а с простого решения не пройти мимо. Рыбаки вместе с местными жителями создали небольшую группу помощи диким животным. Они начали сотрудничать с волонтерами, поддерживать реабилитационный центр, проводить встречи в школах и рассказывать детям о браконьерстве, нелегальной торговле животными и ответственности человека перед природой. В один из вечеров команда снова собралась в маленькой закусочной у причала. За окнами шумело море, такое же бескрайнее и непредсказуемое, как в тот день.
На столе стояли чашки с чаем, рыбаки говорили негромко и часто замолкали, вспоминая мокрую полосатую голову среди волн. «Мы ведь могли испугаться и пройти мимо», — сказал Александр. Михаил долго смотрел в окно, а потом ответил. «Могли. Но тогда всю жизнь помнили бы не тигра, а собственную трусость». Эти слова запомнились всем. История о тигре, спасенном рыбаками в открытом море, стала для городка чем-то большим, чем необычное происшествие. Она напомнила людям, что дикая природа не так далека от нас, как кажется. Иногда она оказывается совсем рядом, беспомощная, раненая, выброшенная в холодную воду человеческой жадностью. И в такие моменты важен не страх, не выгода и не сомнение, а выбор — спасти или отвернуться. Для Михаила и его команды этот выбор был сделан в тот самый миг, когда они увидели среди волн глаза умирающего тигра. Они не были профессиональными спасателями диких животных, они были обычными рыбаками, которые вышли в море за уловом. Но вернулись они с чем-то гораздо большим, с пониманием, что даже один поступок способен изменить чью-то судьбу. И где-то в тихом заповеднике, среди деревьев и высокой травы, тигр по имени Шерхан снова учился доверять миру. Его шаги становились увереннее, дыхание спокойнее, а жизнь свободнее. И каждый раз, когда Михаил выходил в море и видел на воде золотые полосы рассвета, он вспоминал тот день. День, когда океан вынес им не добычу, а испытание. И они его выдержали.